Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Армению 21 сентября. В День независимости республики, пишут СМИ со ссылкой на источники из армянской общины Франции. По данным газеты, в эти дни обсуждаются детали его визита. Этим шагом Макрон хочет подчеркнуть, что он на стороне свободной и независимой Армении. Его визит имеет еще одну цель – доказать, что он один из уникальных мегалидеров, борющихся за независимость Армении, отмечает издание. Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале пригласил Макрона посетить Армению для участия в гала-концерте, посвященном 100 годам Шарля Азнавура. Концерт запланирован на сентябрь. Отмечу, что в армянских кругах, среди бывших и действующих сотрудников спецслужб, распространяются слухи о том, что Макрон прилетит в Ереван не с пустыми руками, а с внушительными подарками, которые сильно порадуют Пашиняна и министра обороны Армении. Также ходят разговоры о том, что до приезда Макрона в Армению, а возможно и в те дни, когда Путин будет в Баку, Армения и Франция могут провести совместные военные учения. Армянская сторона, как отмечается, очень заинтересована в проведении этих учений именно в те дни, когда Путин будет находиться в Баку. Скажу одно – это вам не та Армения, которая была до войны 2020 года. Армения уже совсем на другом уровне. Дальше больше. Одновременно на этом фоне президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы, говорится в сообщении Кремля. Следует отметить, что на этом фоне антипутинский телеграм-канал «Генерал СВР» сообщил следующее. Дорогие подписчики и гости канала, российское руководство срочно ищет быстрых побед, чтобы отвлечь внимание от ситуации на Курском направлении. В повестке – сближение с руководством Грузии и меры против Армении и Молдовы. Эти варианты сейчас рассматриваются. Иными словами, судя по заявлению генерала СВР и действиям Путина, который в ближайшие дни посетит Баку, можно ожидать провокаций по отношению к Армении. Там, где Путин, всегда есть место провокациям, особенно когда в дело вовлечен такой персонаж, как Алиев. Кроме того, этот ресурс занимает значимое место в информационном пространстве. Судя по всему, администраторы канала – бывшие сотрудники российских спецслужб, поэтому маловероятно, что они стали бы публиковать недостоверную информацию. Добавлю, что этот человек еще 9 июня 2022 года опубликовал пост, в котором предсказал, что Путин устроит войну между Арменией и Азербайджаном за Карабах в сентябре. И, вероятно, вы помните, что 13 сентября 2022 года ночью началась жестокая бойня вдоль линии соприкосновения, в частности, в окрестностях Джермука и Сюника. По официальным данным, только за ночь погибло около 224 армянских военных и более 80 азербайджанских спецназовцев из Команда и Яшма. По неофициальной информации, эти цифры совсем другие. Инсайт вроде был точным. Важно помнить, что каждый раз, когда Путин встречается с Алиевым или Эрдоганом, уже на следующий день в регионе начинаются военные действия или локальные бои. Поэтому следует быть начеку. Пошли дальше. Важно отметить, что российские информационные помойки начали распространять следующую дезинформацию. Как пишут турки, внезапное появление в Украине такого большого количества устаревших ЗРС С-125 и ТРК.У связано с тем, что Армения передала Украине свои запасы средств ПВО и ракет в обмен на защиту США. По их данным, часть ракет, выпущенных недавно по территории России, имела армянское происхождение. Опять обманули. Мы где живем? А сейчас по пунктам отвечу на этот бакинско-московский фейк. Во-первых, при чем здесь турки? Они хоть в курсе, что такое сказали? Это явно бакинский заказ московским эмиссарам, чтобы снова разжечь скандал между Арменией и Турцией. Я искал информацию, где турки говорят об этом, и нигде не нашел такой информации.
Из этого следует, что Алиев и Путин что-то мутят против Армении, вмешивая Турцию, которая даже не в курсе, что Армения передала вооружение Украине. Во-вторых, если даже и передала, то правильно сделала. Но если вы говорите такое, то нужно это обосновать. А если не можете, тогда молчите. В-третьих, мне очень интересно, откуда такая информация, что ракеты имели армянское происхождение. Они что, на армянском матерились и в конце говорили «мамой клянусь». Даже нормальную провокацию не можете создать. Вы как клоуны из живого анекдота. Я послушал интервью посла России в Армении, и, честно говоря, мне стало не по себе от его наглости. Он заявил, что Россия высоко ценит дружбу с Арменией. Владимир Погосян прокомментировал это заявление в своем микроблоге. Так высоко ценят, что под видом испанского журналиста Пашиняну подсунули агента разведки России. Если наша контрразведка не проинформировала о рисках, то я расскажу. Вероятно, Пашинян не осведомлен. Существует такой препарат, разработанный еще в СССР, который используется разведкой России. Агент здоровается с объектом рукопожатием, и через 2-3 дня у объекта наступает обширный инфаркт. И все. Перед встречей агент наносит препарат на свои ладони, и после рукопожатия вещество проникает в организм объекта через поры кожи, вызывая инфаркт. Обнаружить такое воздействие невозможно. Агент, нанеся препарат на кожу, в течение 2-3 часов наносит противоядие и нейтрализует действие вещества. Поэтому такие промахи крайне опасны. Посол ведет себя отвратительно. Это не дружественный шаг, а преступление на территории Армении. В свою очередь, Евросоюз осудил дезинформационные атаки со стороны Азербайджана. Делегация Европейского Союза в Азербайджане полностью опровергает обвинения, высказанные недавно некоторыми веб-сайтами относительно встреч между представителями ЕС и политическими партиями Азербайджана. Как отмечается в заявлении, эти обвинения полностью ложны и не соответствуют действительности. Мы сожалеем и решительно осуждаем подобные дезинформационные атаки против Европейского Союза. ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. ЕС был и остается важным и близким партнером Азербайджана, включая его важнейшего торгового партнера и стратегического партнера в области энергетики. ЕС работает совместно с Азербайджаном на благо его народа, в том числе в отношении защиты прав человека, и поддерживает контакты со всеми слоями азербайджанского общества, включая политические партии и гражданское общество. ЕС не вмешивается ни в какие выборы в каких-либо странах, отмечается в заявлении. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.